Рыба буквально тает во рту, а соус получается таким вкусным и ароматным, что его хочется есть просто ложкой. В этом видео сразу два рецепта из хека. В списке продуктов, которые я оставила для вас в описании под видео, все позиции простые. Так что смело сохраняйте рецепт, чтобы в нужный момент быстро его найти и порадовать близких. Берем тушки хека. Очищаю чешую, если она осталась, срезаю плавники, удаляю черную пленку внутри брюшка. Хорошенько промываю и при необходимости обсушите бумажным полотенцем. Посыпаю солью, черным молотым перцем и отставляю в сторону. Пусть хек немного отдохнет и напитается специями. Пока рыбка маринуется, займемся овощами. Беру одну крупную репчатую луковицу и нарезаю ее помельче. Разогреваю сковородку, наливаю растительное масло. Добавляю небольшой кусочек сливочного масла для вкуса и аромата. Обжариваю лук пару минут на среднем огне до прозрачности. В это время натираю небольшую морковь на крупной терке и отправляю ее к луку. Пассирую овощи до золотистого цвета. Выкладываю подготовленные тушки хека на овощную подушку. Добавьте буквально 100 мл воды. Она создаст паровую баню, и рыба получится невероятно сочной. Накрываю крышкой и оставляю на медленном огне минут на 7. Тут важно не торопиться. Огонь должен быть минимальным, чтобы наша зажарка не подгорела, а отдала все свои соки рыбе. Через 7 минут открываю крышку и аккуратно переворачиваю рыбу. Теперь финальный штрих этого этапа. Добавляю сметану комнатной температуры. Поскольку сметана у меня густая, я доливаю еще немного воды прямо в сковородку. Сюда же отправляю прованские травы или специи для рыбы, что вам больше нравится. Здесь попробуйте, может соль еще добавите. Посыпаю свежим нарезанным укропом, накрываю крышкой и жду еще столько же времени. Рыба сочная, вкусная, быстро все приготовилось и продукты все простые. Переходим ко второму способу. Очищаю хек, удаляю все лишнее и нарезаю на порционные кусочки. Размер выбирайте сами, но я люблю средние, чтобы они лучше пропитались маринадом. Теперь готовим соус, который и создает всю магию. В отдельной миске смешиваю сметану и немного майонеза для пикантности. Выдавливаю через пресс пару зубчиков чеснока. Добавляю горчицу в зернах, соевый соус для глубины вкуса и хлопья сладкой паприки для цвета. Черный перец и молотый кориандр завершают композицию. Перемешиваю этот ароматный состав и отправляю его к рыбе. Хорошенько перемешиваю каждый кусочек, чтобы маринад обволакивал хека со всех сторон. Пока рыба знакомится с соусом, подготовим овощную базу. Натираю морковь на крупной терке, а луковицу нарезаю соломкой. Сначала на сковороде припускаю лук, затем добавляю морковь. Нам нужно довести овощи до полуготовности. Овощей получается немало. Выглядит как полноценная, сочная подушка-гарнир. Выкладываю овощи в форму для запекания, а сверху распределяю замаринованный хек. Остатки соуса выливаю сверху. Накрываю форму фольгой. Это сохранит всю сочность внутри. Убираю в заранее разогретую духовку до 180 градусов в режиме вверх-вниз.
примерно на 25 минут. А за 5 минут до готовности снимаю фольгу. Это даст рыбе возможность приобрести легкую золотистую корочку. При этом она останется очень нежной внутри. Получается рыба в пикантном соусе, сразу с подливой, которая идеально подойдет к любому гарниру, будь то рис или картофельное пюре. Многие спорят, стоит ли вообще использовать майонез в горячих блюдах. А как вы считаете, стоит ли добавлять такие ингредиенты или лучше обойтись только сметаной? Или может вам ближе в этой подаче нежность скумбрии? Лично мне кажется, что в данном рецепте хек раскрывается максимально полно. Спасибо вам за теплые слова в комментариях, мне очень приятно. Хек получается нежным, сочным и очень ароматным. Если вам понравились эти идеи, поставьте лайк. Заглядывайте на канал почаще, здесь еще много интересного. Приятного аппетита и до встречи в новых выпусках.